Огромная благодарность в помощи выпуска этого ролика каналу Kingdom. Hello. Что-то мало интересного происходит на Медне? Пожалуй, начнем с необычного. Спустя немного времени, посиживая в интернете, так и да, я загорелся желанием создать свой синтезатор. Нихуя себе, блядь. Искал варианты, каким образом это можно сделать на базе VST. Эта мысль меня уже не отпускала полгода. Сколько? На мои запросы Google выдал что-то невнятное, из разряда по типу Flowstone, то, на мой взгляд, не то, что мне нужно. Так как программа более образовательная, на ней можно как создавать плагины, так и программы для оборудования и робототехники, не считая того, что может работать с обработкой изображения и автоматизацией. Раньше был синтмейкер от FL Studio, но он заброшен из-за отсутствия поддержки. Был другой вариант – начать с Juice. Там еще и самому нужно знать язык программирования. Совершенно не мой случай. Покопавшись еще некоторое время, я наткнулся на очень удобный вариант. Именно создание только VST плагинов. Увидел SynthEdit. Вполне простая программа, схожая с Flowstone, но очень легковесная и удобная. Почитав документацию статьи, оказалось, делается очень легко и понятно. Задумался о том, каким будет этот самый плагин. Накидал себе идею и нарисовал картинку в голове. Хочу сделать синтезатор с 4 осцилляторами для создания интересного звучания и чтобы были эффекты в самом плагине. Ну что ж, недолго думая, запустил программу. Просидев первые несколько часов и создавая невнятные блоки и соединив все в одну кучу, казалось, что все не так просто, но очень занимательно. Что я сделал в первую очередь? Начал собирать первый синтезатор, и я покажу, как это выглядит на начальном этапе и даже на примитивном уровне. А теперь немного теории. Изначально создал главный контейнер, его также нужно обозвать, и это название потом будет отображаться в окне плагина в вашей DAW. И добавил входной модуль сигнала MIDI-in, и на выход сигнал добавим элемент SoundOut между главным контейнером. MIDI-in служит для того, чтобы в редакторе можно было посылать входной сигнал с MIDI клавиатуры на несобранные еще плагины и тестировать. После контейнера ставим SoundOut для вывода звука и подключаем 2 канала для стерео. Но все по порядку. Начнем с азов. Далее. В новом контейнере добавляю MIDI to CV и на него соединяю сигнал MIDI-in для дальнейшего взаимодействия. Что такое MIDI to CV? Модуль синтезатора, с помощью которого передаем сигнал по кабелям. Он существует с ретро-времен, начиная с 80-х годов, и выглядело это раньше в аналоговом виде, как управляющее напряжение, а в программном формате реализовано в виде цифрового аудиосигнала. От него подключаю сигнал как гейт и pitch на осциллятор, и сразу сделать это в новом контейнере для удобства. Что такое гейт? В простом понимании этот элемент посылает единичный сигнал включения на генератор после того, как нажали клавишу MIDI клавиатуры, и удерживается до момента отпускания клавиши, затем возвращается в ноль. Не путать с триггер, о котором расскажу позже. При этом, если в процессе исполнения мелодии пальцы все время зажимают клавиши, не отрываясь, то гейт будет удерживаться в состоянии единицы. Что такое pitch? Этот элемент отвечает за посыл сигнала тона на осциллятор. Каждый тон имеет свою частоту несущего сигнала. Чтобы управлять тоном для удобства и переключать октавы, необходим модуль квантайзер. Данный элемент будет округлять значение в целое число. Так все основные значения фиксируются в вольтах. От минус 10 до плюс 10. Это средние значения в целом, но могут быть и больше в зависимости от модулей, алгоритмов или построения каких-либо собственных или сторонних блоков с нестандартной обработкой. Осталось его только подключить к pitch на генератор и настроить ручку от минус 4 до плюс 4 вольт для управления октавами и установим нулевое значение. Подаем сигнал гейт на sync для синхронизации и остановки после нажатия. Почему гейт посылается на sync осциллятора? Sync осциллятора — это система принудительной синхронизации для одновременной работы всех генераторов, если имеется их некоторое количество, от одного и больше. Осталось добавить 3 элемента. List Entry. Элемент служит в данном примере в виде меню выбора волны звука из генератора и подключаем модуль к Waveform. Какие формы волн есть в этом осцилляторе? Сюда включены синусоида, гладкая кривая, которая начинается положительно, а затем изгибается отрицательно и снова назад. Пилообразная волна. Она дает яркий звук, который часто используется как основание для базовых пищалок, так как звук более острый и может звучать как и бас, так и основная линия формата lead. Линейная наклоненная волна, в простом названии RAM. Эта форма волны часто упоминается как пилообразная форма волны. Треугольная волна. Треугольник дает звук, который менее пронзителен или менее остр, чем прямоугольная волна. Прямоугольная форма волны имеет пустое, полое звучание. В прошлом ролике о 8-битной музыке уже упоминал как о треугольнике, так и о квадрате. Дополнительно имеется управление шириной пульса в прямоугольной волне. В этом фрагменте можно увидеть, как он работает, и можно изменять ширину пульса звука. Белый и розовый шум. Равномерный звук без резких изменений громкости, который содержит весь диапазон частот. Иногда такой звук сравнивают со статичным шумом, исходящим от ненастроенного радио или телевизора.
Последний штрих для примитивного синтезатора. Необходимо добавить ADSR-блок для управления уровнем сигнала звука, который может быть как затянутым, так и резким. Как он работает? Огибающий используется при работе с синтезаторами, где отвечает за формирование звукового сигнала и его итоговые характеристики. Благодаря огибающей звук может быть резким и ярким, мягким и тусклым, из чего состоит ADSR. Немного о принципе его работы. После нажатия на клавишу синтезатора сигнал проходит 4 фазы: атаку, спад, сустейн и затухание. Каждая из них напрямую влияет на поведение звука после появления и его итоговый характер звучания. Атака – первоначальная фаза образования сигнала, начинающаяся в момент нажатия на клавишу синтезатора или пианино. Атака показывает, как быстро сигнал набирает полную громкость или делает это плавно в зависимости от настроек. Спад – вторая фаза образования звукового сигнала, во время которой он теряет часть громкости перед переходом в стабильное состояние. Фаза спада – промежуточное звено между атакой и сустейном, первоначальным появлением сигнала и его фиксацией на определенном уровне громкости. Спад также показывает скорость перехода от максимальной к реальной громкости. В зависимости от времени спада звук может быстро или медленно потерять большую или меньшую часть громкости и зафиксироваться на определенном уровне. Спад и сустейн – связанные характеристики. Первый определяет, сколько времени потребуется сигналу, чтобы выйти на стабильный уровень громкости. Второй показывает, на какой громкости будет звучать сигнал после спада. Сустейн, также называющийся удержанием, описывает, насколько тихим становится сигнал после атаки. Когда звук после своего образования становится тихим, то он обладает слабым, коротким сустейном. Если же звук сохраняет громкость на протяжении какого-то времени, он обладает сильным, длительным сустейном. Затухание или восстановление – заключительная фаза любого сигнала. Затухание или же релиз определяет скорость, с которой сигнал полностью пропадает после того, как вы отпускаете клавишу инструмента, в зависимости от того, какой звук вам нужен. Затухание может быть медленным или быстрым. Скорость затухания напрямую влияет на то, как скоро наступит тишина. При долгом затухании сигнал растворяется в пространстве медленно, при коротком – быстро. Для завершения разъяснения осталось объяснить, что такое триггер. Это кратковременный единичный импульс для перезапуска с начала времени различных модуляций, огибающих арпеджиатора, который посылается вместе с каждой нажимаемой нотой. Посылы сигнала воспроизведения и остановки посылаются с MIDI to CV как триггер, так и гейт на ADSR. С этим разобрались. Продолжаем практическую часть. Подключаем к ADSR гейт на триггер и гейт самого блока. Для управления длительностью звука добавлю несколько слайдеров и пометим их, чтобы понимать, что это будет. А вывод сигнала посылаем на VCA в вывод Volume. А что такое VCA? Контролирующий усилитель звука и является ключевым элементом выхода звука дальше, который уже слышим. Без него услышать звук невозможно. Точнее, можно услышать, если заменить модуль выводящего звука, а выходящий сигнал из генератора на выход выводу на сигнал. Теперь доделаем вывод звука в главный контейнер. Я от себя добавлю сразу модули эффекта фленджер. Но также нужно это все настраивать визуально и размещать графические элементы, чтобы можно было понимать, как он будет себя отображать, и дать описание различных крутилок. Итак, послушаем, как это звучит. Удостоверившись, что все работает, на этом этапе приступим к графической составляющей части. Нажимаем правой кнопкой меню и выбираем Panel Edit. Тут уже важно распределить все ручки и структурировать и добавить обозначение, как будет выглядеть синтезатор и какая ручка выполняет свою функцию. И здесь добавлю сноску для ADSR с пометкой, что он привязан к первому осциллятору. И сразу добавлю сноску обозначения на этот блок. Примечание: если не добавлять графических сносок и описания функций регуляторов, то пользователю будет куда сложнее разобраться, что за что отвечает. Для большего понимания достаточно взглянуть на популярные VST-синтезаторы, по примеру Serum, Spire, Silent и многие другие. На базе такого синтезатора сразу ясно, какая ручка и какая ее функция. Вернемся к нашему плагину. Клонирую два осциллятора, а именно от одного контейнера подключу к ним также гейт и питч в начале блока и посылы сигнала, чтобы они работали совместно. Далее уже редактируем параллельно визуал, распределяем блоки и по необходимости вносим изменения, если требуется. И в конце на выход звука добавлю модуль PAN. И сразу
сразу добавлю пару регуляторов для управления громкостью осциллятора и перевода звука из левого канала в правый для модификации. Функция PAN очень простая. Он управляет как и общей громкостью осциллятора, так и управляет передачей сигналов в левый канал и в правый выборочно. И приятный бонус. Вдобавок разделяет звук в стереорежиме. Это только самое начало. Расскажу, откуда ноги растут. Нашел старую статью от Петелина из создания примитивного синтезатора, и эта инструкция подходит для любой версии SynthEdit вне зависимости от нее. Исходя от начальной статьи, собрал 3 осциллятора, не потратив много времени. Самую первую версию, и выглядит она так в структуре и визуально. На вид не самый лучший вариант, и к тому же это стандартный скин. От себя добавлю, что на создание базового синтезатора можно было добавить модуль LFO и подключить его как на фильтр и на pitch с добавлением ADSR для более интересного представления возможностей самого SynthEdit. И наконец, так как статья датируется 2008 годом, то эта тема рассчитана на новичков, кто не знаком с подобным видом разработки. Правда, информации крайне мало было на момент создания ролика, точнее толкового пояснения и описания работы самой программы. А теперь поговорим о работе над ошибками. Сейчас покажу структуру, как нельзя делать, чтобы плагин очень плохо работал или не работал вовсе. В работе над ошибками следует понимать, как выглядят серьезные проблемы синтезатора. В данной схеме очень сумбурно и непонятно, как это все работает. И заранее советовал создавать отдельные контейнеры для всех осцилляторов, для удобства и полного понимания построения схемы. Так как в этой версии нет установки точек на проводах, выглядит вырвиглазно. Это особенности старой версии SynthEdit. Звук с третьего осциллятора не исходит коррекция тона и отсутствует синхронизация, и используется инвертор, где точно не должен работать, а именно на вывод звука в конце осциллятора. Достаточно исправить и, как ранее говорил, просто использовать модуль PAN. Итак, создал уже первую версию синтезатора и назвал его Raku Bass. После начал работать над обновлением синтезатора и устранять ошибки. Обновив SynthEdit, интерфейс стал более приятным и можно добавлять точки на проводах. Обновлен список модулей. В следующей версии уже добавил один эффект Delay. Синтезатор не имеет больше каких-либо новшеств от версии 0.02 до 0.1.2. Когда уже начал обновлять плагин до версии 0.1.9 и есть изменения как добавление еще одного осциллятора, звуковой фильтр, модуль Detune. Что это такое? Легкая расстройка 2 и более тон генераторов для получения более сложного богатого звука, а более детально рассмотрим версию 0.2.9. В ней уже действительно немало нововведений. Изменен внешний вид, внедрен модуль фазовых искажений и низкочастотный генератор. Вот так он выглядит. В том числе хочу продемонстрировать более улучшенную версию этого плагина и какие по факту должны быть модификации. В той версии, естественно, имелись ошибки, но покажу уже полностью исправленный вариант в схеме и как действительно должно быть. Тут уже добавлен регулятор ширины пульса для работы с квадратной волной, панорамой звука, режим слайда. Если быть точным, то плавным сдвигом от одной ноты к другой, с выбором времени сдвига и монорежимом. Исходя из того, что плагин мой с багами, поэтому опробуем его создание музыки. Буду использовать два плагина от версии 0.1.9 и 0.2.9. Запускаем FL Studio и продолжаем. Накидал простенький трек для демонстрации и заранее все подготовил. Темп 128 ударов в минуту. В первую очередь создал пад на основе синусовой волны как подушку и установил высокую атаку. Вот так выглядит пресет в плагине и его ноты на весь трек. Заодно послушаем, как звучит. Вторым моментом добавил бас, и его пресет на экране, и ноты также видно. Это все на нем, буквально на весь трек, максимально стандартно. Отмечу важный момент, имеется эффект фленджер, добавляет своего шарма на звук и становится более подвижным, и добавил сайдчейн, вот так вот он звучит. Третий инструмент, как плаг, сделал два разных звука для ритмичности в треке. Ничего замысловатого в накрутке такого типа звука нету. Всего лишь установил минимальное значение decay и нулевой sustain. И вот тройка партий и как они будут проигрываться. Осталось рассказать за лид, как основную линию повествования в композиции, и для разнообразия разделил на две части и накинув эффекта Grossbeat, и играют вдвоем для микса. А вот и конец ролика. Приятного прослушивания.